В этом видео вы узнаете, как из лимонов можно сделать легко фонарик в домашних условиях. Он получился очень прикольный. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и будем начинать делать фонарик. Для начала нам понадобятся лимоны в количестве 3 штук, а также другие детали. Делаем разметку на деревянной основе, после чего мы будем в ней делать отверстия в соответствии с нашей разметкой. Разметка готова, отверстие есть. Дальше нам нужно вставить с одной стороны медные гвоздики, с другой цинковые. Вместо цинка мы будем использовать железо. На каждый лимон у нас приходится по 5 медных гвоздиков и 5 железных. Вот так у нас получилось медные. Сейчас будем делать железные. Вставляем их с нижней стороны нашего фонарика. Итак, готово. Гвоздики все на месте. Будем делать дальше каркас. Приделываем заднюю и переднюю части. И делаем крышку, которая будет прижимать наши лимоны, чтобы они крепко держались на одном месте. Крышку делаем такую, чтобы откидывалась. В соответствии мы ее прикручиваем шурупами к навесу. Также, чтобы она закрывалась удобно, мы приделаем защелку. Ею можно легко будет фиксировать крышку в закрытом положении. Дальше нам нужно еще будет сейчас приделать ручку, чтобы было удобно держать фонарик и перемещать его. Для этого мы используем тоже деревянные брусочки маленькие, 1,5 на 1,5 сантиметра размером. Также, чтобы она хорошо держалась, предварительно смазываем ПВА. Все, цепляем ручку. И наш корпус будет готов. Дальше нам останется все правильно соединить. Как соединять именно все гвоздики, вы можете увидеть на видео. Тут было много вариантов, потому что можно соединить как последовательно, так параллельно. Я выбрал именно такой вариант, так как посчитал, что это самый оптимальный именно для этого фонарика. Возможно, другие варианты. Это уже надо проверять, будут они работать или нет. Данный вариант работает. Три лимона соединены параллельно друг с другом, а внутри каждого лимона 5 гвоздиков последовательно.
Соединяем сейчас проводом лимоны параллельно. И плюсы, и минусы. Цепляем кнопку включения-выключения. Ее один контакт уходит у нас на плюсик, другой уходит к светодиоду. Минус, соответственно, сразу напрямую идет к светодиоду. Провода крепим. Чтобы светодиод лучше светил, мы на его основу приклеим фольгированный скотч, чтобы он был как отражатель. Вставляем наши лимоны. Немножко их подрежем, чтобы они плотненько зашли. И до упора будем их вставлять. Очень хорошо, кстати, заходят плотно. Причем гвоздики максимально рассчитаны на всю длину практически лимона, так чтобы контакт поверхности с соком лимона был максимальный. Чем будет больше диаметр гвоздиков, тем лучше, потому что будет больше площадь поверхности, соответственно больше электричества. Приклеиваем светодиод. Наш фонарик почти готов. Осталось цепить еще ножки снизу, чтобы в случае, если положить на какую-то металлическую поверхность, не замкнуть контакты гвоздика. У нас будут ножки. Все, фонарик готов. Будем пробовать. Будем пробовать его запускать. Как видно, он горит. Я, честно, сам не знал, получится он у меня или нет до конца этого видео. Только когда я его собрал, уже увидел, что он работает. Изначально догадывался, но стопроцентно не был уверен. Вот еще интересную штуку обнаружил. Почему-то контакты выходные на всех лимонах, там где было медные гвоздики, выходные контакты, они почему-то позеленели. В чем причина, я не знаю. Может, если вы знаете, пишите в комментариях. Будем разбираться. Именно медные. Именно те, которые уже на выходе, получается, к светодиоду. Интересный момент. Непонятен. Ставьте лайк под этим видео. Подписывайтесь на мой канал. Нажимайте колокольчик, и до встречи. Будем делать интересные видео, и вы будете в курсе новых интересных новинок.